После завершения активной фазы конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан начал преследование бывших политических и военных лидеров непризнанной республики. Одним из самых заметных задержанных стал Рубен Варданян, бизнесмен, меценат и бывший государственный министр Карабаха. Его арест произошел в сентябре 2023 года, когда он пытался покинуть регион через Лачинский коридор. Азербайджанские спецслужбы задержали его на границе и перевезли в Баку, где ему были предъявлены серьезные обвинения. Этот арест сразу вызвал широкий резонанс. В Армении его восприняли как политическое преследование, направленное на давление на армянское общество и руководство. В Азербайджане же Варданина считают финансистом сепаратизма, который поддерживал существование непризнанного режима. Варданян стал ключевой фигурой в постконфликтной реальности, так как он не был обычным политиком, он миллиардер, имеющий серьезные связи на Западе и в России. До переезда в Карабах он занимался крупными инвестиционными проектами, а также был известен своими благотворительными инициативами. По его собственным словам, он отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах, чтобы помочь региону развиваться. Однако азербайджанские власти рассматривают это иначе, для них он является одним из организаторов незаконного управления регионом и спонсором вооруженных группировок. Задержание Варданина сопровождалось активной поддержкой со стороны армянской общественности и критикой международных организаций. Однако официальный Ереван не предпринял активных шагов для его освобождения, что вызвало критику со стороны его сторонников. Арест бывшего министра стал символом перехода контроля в регионе и усиления влияния Баку. Это был не просто задержанный политик, это был человек, который воспринимался как лицо армянского Карабаха в последние годы. Главный вопрос, который встал после его ареста, является ли он действительно преступником, или же его задержание — это способ давления на Армению и карабахских армян. После задержания Рубену Варданяну были предъявлены серьезные обвинения, которые стали основой его судебного преследования. Азербайджанские власти утверждают, что он участвовал в незаконной деятельности на территории Нагорного Карабаха, а также способствовал финансированию сепаратистских структур. По версии Баку, Варданян, будучи ключевой фигурой в экономике региона, использовал свои многомиллионные активы для поддержки незаконного режима. Власти Азербайджана заявляют, что он помогал налаживать финансовые потоки в пользу вооруженных формирований, тем самым способствуя продолжению конфликта. Одним из основных пунктов обвинения является утверждение о том, что Варданян контролировал нелегальные финансовые операции. В частности, его обвиняют в выведении средств через офшорные компании и использовании незаконных схем по добыче и продаже природных ресурсов региона. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Варданян был одним из главных спонсоров сепаратистского правительства Карабаха, предоставляя крупные суммы денег на содержание государственных структур и армии. Баку заявляет, что эти средства использовались для закупки оружия и обеспечения боевиков. Еще одним серьезным обвинением является нелегальная добыча полезных ископаемых. Согласно материалам дела, в период нахождения Варданина в Карабахе на территории региона велась незаконная разработка золота и других полезных ископаемых, которые затем перепродавались за рубеж. Официальные лица Азербайджана утверждают, что экономика региона при Варданяне представляла собой теневую систему, где основные природные ресурсы использовались в интересах небольшого круга лиц. В обвинении указано, что вырученные средства якобы шли на укрепление незаконного политического режима и поддержание его функционирования. Особое внимание в обвинительном заключении уделяется роли Варданина в блокировании азербайджанских гуманитарных поставок в период конфликта. Азербайджан утверждает, что именно он выступал против каких-либо контактов с Баку, поддерживая политику изоляции. Однако сам Варданян и его адвокаты полностью отвергают все обвинения. Его защита заявляет, что он никогда не участвовал в военных действиях и не имел отношения к финансированию вооруженных групп.
Адвокаты подчеркивают, что основная деятельность Варданина была направлена на развитие региона, а не на поддержку вооруженного конфликта. Они утверждают, что он работал над гуманитарными проектами, занимался инфраструктурой и образованием. Сторонники Варданина считают, что его арест — это не правосудие, а политическая месть. Они называют дело сфабрикованным и утверждают, что оно служит лишь инструментом давления на Армению. Некоторые эксперты предполагают, что реальной целью этого судебного процесса является не просто наказание Варданина, а демонстрация силы со стороны Азербайджана. Таким образом, Баку показывает, что готов привлекать к ответственности всех, кто участвовал в управлении Карабахом. Судебные слушания по делу Варданина продолжаются, однако уже сейчас очевидно, что оно приобрело явно политический характер. Несмотря на громкие обвинения, остается открытым главный вопрос, будет ли суд объективным, или же это станет частью большой геополитической игры. После задержания Рубена Варданина его отправили в следственный изолятор в Баку. С момента ареста поступали сообщения о жестких условиях содержания, что вызвало критику со стороны международных правозащитных организаций. По данным его адвокатов, Варданян находится в полной изоляции. Ему запрещено общение с другими заключенными, а контакты с семьей и юристами строго ограничены. Кроме того, сообщается, что он лишен доступа к медицинской помощи, несмотря на жалобы на ухудшение состояния здоровья. Правозащитники заявляют, что это нарушает базовые права человека и требует немедленного вмешательства. В апреле 2025 года стало известно, что Варданян объявил голодовку в знак протеста против условий содержания. Однако уже через несколько дней его насильно вывели из этого состояния, применяя внутривенное питание. Эта ситуация вызвала широкий международный резонанс. Организации Amnesty International и Human Rights Watch выразили обеспокоенность и призвали власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Варданина. Однако официальные лица в Баку отвергли обвинения, заявив, что Варданян содержится в условиях, соответствующих международным стандартам. Они утверждают, что его здоровье находится под контролем и что к нему применяются равные условия, как и к другим заключенным. Тем не менее, международное давление продолжает нарастать. Некоторые европейские политики потребовали проведения независимого мониторинга условий содержания Варданина. Однако Азербайджан отказался от подобных проверок, заявив, что это внутреннее дело страны. Особое внимание уделяется психологическому давлению. Адвокаты утверждают, что Варданина подвергают постоянным допросам, ограничивают доступ к информации и держат в состоянии неопределенности относительно его будущего. Некоторые эксперты считают, что таким образом Азербайджан пытается сломить его морально и добиться признания вины. Однако сам Варданян категорически отвергает все обвинения и не собирается идти на уступки. Этот судебный процесс уже приобрел глобальный масштаб, поскольку затрагивает не только политические, но и гуманитарные вопросы. Международные организации продолжают требовать справедливого судебного разбирательства, однако пока Баку не демонстрирует готовности к смягчению своей позиции. На данный момент остается открытым главный вопрос, получит ли Варданян справедливый суд, или его судьба уже предрешена. Дело Рубена Варданина вызывает массу вопросов, выходящих далеко за рамки судебного разбирательства. Многие аналитики считают, что его арест — это не просто уголовное дело, а часть большой политической игры. Азербайджан использует процесс против Варданина как инструмент давления в переговорах с Арменией. Его задержание произошло на фоне продолжающихся мирных переговоров между Баку и Ереваном, и его судьба может стать предметом дипломатического торга. Существует вероятность, что Азербайджан использует этот процесс как рычаг, чтобы добиться уступок от Армении по ключевым вопросам, в частности, по изменению Конституции и отказу от территориальных претензий. Некоторые эксперты полагают, что Варданян может стать разменной монетой в будущем обмене заключенными.
Армения требует возвращения армянских военнопленных, и если Баку захочет ускорить этот процесс, то дело Варданина может стать частью более широкого соглашения. Однако сам Азербайджан пока не демонстрирует готовности к такому сценарию. Власти страны настаивают, что судебный процесс будет доведен до конца, а любые попытки политического давления не повлияют на его ход. Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации. Варданян имеет влиятельные связи в России и Европе, и его арест рассматривается как серьезный политический сигнал. Некоторые западные аналитики называют его не просто бизнесменом, а ключевой фигурой, чьи интересы выходят за пределы Карабаха. Кроме того, его арест также усложняет армяно-российские отношения. Варданян ранее имел российское гражданство и тесные связи с политической и бизнес-элитой Москвы. Однако Кремль не предпринял активных шагов в его защиту, что вызывает вопросы о его реальной политической поддержке. Если Азербайджан вынесет суровый приговор, это может усилить напряженность не только между Баку и Ереваном, но и между Россией и Арменией. Однако Москва заняла выжидательную позицию, предпочитая не вмешиваться в конфликт напрямую. С точки зрения Армении, арест Варданина — это демонстрация силы со стороны Азербайджана. Ереван избегает активного вмешательства, что вызывает недовольство в армянском обществе, где его поддерживают как символ сопротивления. Некоторые армянские политики считают, что власти должны активнее защищать его, чтобы избежать дальнейших политических поражений. Однако правительство Армении стремится сосредоточиться на мирных переговорах, избегая шагов, которые могут их сорвать. Другой важный аспект — вопрос доверия к азербайджанскому правосудию. Многие критики считают, что в нынешних условиях Варданян не получит справедливого суда, так как процесс проходит под полным контролем Баку. Азербайджанские власти, в свою очередь, заявляют, что дело будет рассматриваться объективно, но это заявление вызывает сомнения среди международных экспертов. На данный момент остается несколько возможных сценариев развития событий. Долгое судебное разбирательство с вынесением сурового приговора, в этом случае Варданян может получить длительный тюремный срок, что станет важным политическим сигналом. Обмен Варданина на армянских военнопленных — этот вариант рассматривается как один из возможных, и если Баку и Ереван придут к соглашению. Политическое давление со стороны международного сообщества, и если страны Запада активно вмешаются, возможен сценарий смягчения приговора или его экстрадиции в третью страну. Какой бы вариант ни был выбран, дело Варданина уже стало важным элементом азербайджано-армянского конфликта, влияя не только на переговоры, но и на международные отношения в целом. Его судьба остается неопределенной, но главный вопрос, который задают эксперты, действительно ли он виновен или стал жертвой политической борьбы.